МАГАТЭ получит доступ к иранским ядерным объектам, уверяет Трамп. В Тегеране против. Ормузский пролив будет работать без пошлин и сборов. Рубио говорит, таков закон. Иран не намерен обсуждать на переговорах оборонные возможности страны, включая ракетную программу. В России обвиняют США в невыполнении договоренностей, достигнутых между Трампом и Путиным. В Кремле озвучили свои условия мирных переговоров с Украиной. Тем временем ограничения на бензин ввели на заправках Ханты-Мансийска, ключевого нефтедобывающего региона России. Лукашенко сказал жителям приграничья не волноваться и улетел в длительную командировку. Джорджа Мелони готова перевернуть страницу и продолжить дружбу с США. А теперь об этом подробно и по делу. Это «Один день». Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп, прибывший в Пенсильванию для участия в мероприятии, посвященном экономическим и инфраструктурным проектам штата, заявил, что инспекторы МАГАТЭ все же получат доступ к иранским ядерным объектам. Таким образом, он ответил на заявление Тегерана о том, что визиты представителей агентства пока не запланированы. По словам Трампа, Иран согласился на проведение инспекций, а проверки начнутся в подходящее время. Он также подчеркнул, что Вашингтон не допустит появления у Тегерана ядерного оружия. Иранцы заявляют, что визит инспекторов МАГАТЭ не запланирован. Это часть вашего соглашения? Они ошибаются. Они знают, что ошибаются. Они сами сообщили нам об этом, и у нас есть договоренность о 100% инспекциях. И если бы они были правы, я бы отменил встречи прямо сейчас. По вашему мнению, господин президент, когда инспекторы действительно прибудут на место? В подходящее время. В подходящее время. Спешки нет, но они будут на месте в подходящее время. Мы заключаем потрясающее соглашение с Ираном. Мы заключаем сделку, которая обеспечит безопасность нашей страны и всего мира. Потому что мы не позволим Ирану получить ядерное оружие. Они это знают и согласны с этим. Большое спасибо. Ранее иранские официальные лица заявляли, что участие МАГАТЭ в текущем переговорном процессе не согласовано, а агентство пока не получило графика посещения объектов. Кроме того, иранская сторона ранее выступила против участия главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси в переговорах в Швейцарии. На этом фоне вопрос международного контроля над иранской ядерной программой остается одним из ключевых пунктов продолжающихся консультаций между Вашингтоном и Тегераном. Позже, выступая во время визита на завод Mack Trucks в городе Макунги, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон работает над справедливым соглашением с Ираном и отметил, что стороны довольно хорошо ладят в рамках текущих переговоров по деэскалации конфликта. И сейчас я снова встаю, потому что Иран не может иметь ядерное оружие, если это нормально. И у нас все довольно неплохо получается. Но, как вы знаете, мы только что достигли исторического мирного соглашения с Ираном о прекращении конфликта в Ормузском проливе. И, кстати, вчера через Ормузский пролив прошло 19 миллионов баррелей нефти. Очень красивое место. Это самый большой объем нефти в истории пролива. Такого никогда не было. Вы ничего подобного не видели. Это называют нефтяным потоком. И самое важное, мы обеспечиваем одну вещь, очень важную. Именно поэтому я это сделал. Я сделал это по этой причине на 99%. Именно ради этого. Иран никогда не получит ядерное оружие. И они с этим согласились. Но помните, это было непросто. У нас было 47 лет президентов и других людей. И других стран тоже. Мы не единственные, кто ничего не делал. Они были агрессором на Ближнем Востоке. И теперь мы оставляем Иран без флота, без авиации, без противовоздушной обороны, без ракетных возможностей, без ядерной программы. Мы оставляем их без какой-либо ядерной мощи, и они с этим согласились. И у нас все складывается довольно хорошо. Хотя если читать фейковые новости, никогда не знаешь. Подумайте об этом. Но иранская экономика была разрушена, а оборонно-промышленная база настолько сильно повреждена, что на восстановление уйдут многие годы. Сейчас мы пытаемся заключить справедливую сделку. И мы также хотим заключить сделку. Знаете, фондовый рынок сегодня снова достиг нового максимума. И нефть впервые за месяцы достигла примерно $70 за баррель. Это очень низкая цена. Это значит, что нефть будет поступать, и вместе с нефтью будет поступать все остальное. Госсекретарь США Марко Рубио в Абу-Даби озвучил позицию США по переговорам с Ираном, заявив, что Ормузский пролив не может быть местом для каких-либо сборов и пошлин, а региональные вопросы будут частью дальнейших переговоров.
Ну, таков закон. Это международный водный путь. Ни одной стране не разрешено вводить пошлины или сборы на международных водных путях. Это действующее международное право. Так устроено на всех международных водных путях мира. И мы ожидаем, что так будет и здесь. Так что, думаю, убеждать здесь никого не нужно. Полагаю, все страны региона с этим согласятся. Если внимательно прочитать меморандум о взаимопонимании, то видно, что когда речь идет, например, о полном прекращении враждебных действий во всем регионе, это невозможно. Нельзя добиться прекращения конфликтов и боевых действий в регионе, пока иранские прокси запускают ракеты и дроны из Ирака и участвуют в террористической деятельности, как это делали Хамас и Хезболла. Поэтому, на мой взгляд, это уже учтено в меморандуме. И к этому вопросу мы вернемся в соответствующее время в рамках переговоров. Этот процесс отдельный. Он отдельный, потому что Ливан — суверенное государство, у него есть правительство. И когда речь идет о Ливане и о том, что происходит внутри страны, мы будем вести переговоры и работать напрямую с ливанским правительством. Я говорил с президентом Ауном вместе с вице-президентом несколько минут назад. Также разговаривал с ним в пятницу. Сейчас их представители уже находятся на месте. Причина, по которой этот вопрос выделен отдельно, заключается в том, что существует иранский фактор в отношении Ливана, их поддержка и спонсирование Хезболлы. И этот аспект будет обсуждаться в рамках наших переговоров с Ираном. Но что касается будущего Ливана, оно принадлежит ливанскому народу через его суверенное избранное правительство. И именно с ним мы будем работать. Я думаю, существует рамка и контуры, на основе которых можно добиться реального прогресса. За последние 72 часа была проделана хорошая подготовительная работа, но впереди еще много усилий. Мы хотим услышать наших партнеров, убедиться, что их взгляды учтены и что мы понимаем их вопросы безопасности и региональные экономические интересы. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Объединенные Арабские Эмираты во вторник и продолжит турне по региону, посетив Кувейт и Бахрейн, где проведет встречи с представителями Совета сотрудничества стран Персидского залива. Вашингтон намерен представить союзникам проект мирного соглашения с Ираном. Однако в странах залива к нему относятся с осторожностью, опасаясь, что уступки Тегерану могут усилить его влияние и изменить баланс сил в регионе и на нефтяных маршрутах. Среди спорных пунктов проекта – отсутствие ограничений на иранскую ракетную программу, возможный фонд восстановления в размере $300 миллиардов и положения, которые могут расширить роль Ирана в контроле над ключевыми морскими путями поставок нефти. Параллельно Рубио и вице-президент США Джей Ди Венс в телефонном разговоре с президентом Ливана Джозефом Ауном заявили, что Вашингтон продолжает работу по реализации договоренностей, достигнутых ранее в Швейцарии, включая укрепление режима прекращения огня в Ливане. По данным заявления, в регионе обсуждается создание механизма контроля за соблюдением перемирия. При этом детали остаются предметом переговоров. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Исламабад, где его встретили с воинскими почестями и церемонией почетного караула в резиденции премьер-министра Пакистана. В ходе визита Пезешкиан провел переговоры с премьер-министром Шахбазом Шарифом, президентом Асифом Али Зардари и главой армии Асимом Муниром. Обсуждались региональная безопасность и текущие переговоры по мирному урегулированию между Тегераном и Вашингтоном, в которых Пакистан выступает одним из посредников. На пресс-конференции иранский президент заявил, что оборонные возможности страны, включая ракетную программу, не подлежат обсуждению ни в каких соглашениях, подчеркнув, что подобные вопросы никогда не будут предметом переговоров. Вопрос наших ракет не фигурирует в меморандуме, который у нас был, и никогда не будет. Если бы у нас не было ракет, предназначенных для самообороны, Израиль и Соединенные Штаты атаковали бы Иран так же, как они сделали это в Газе, не проявляя никакой пощады ни к кому, ни к молодым, ни к пожилым. Они говорят о правах человека. Это огромная ложь. И если бы мы не могли защищать себя, они бы, безусловно, не проявили никакой пощады к нашей стране и уничтожили бы наши возможности. Соответственно, ни при каких обстоятельствах мы не будем обсуждать с кем-либо наши оборонные возможности. Как Исламская Республика Иран, мы твердо убеждены, что мир, стабильность, долгосрочная безопасность, а также развитие и благосостояние народов стратегического региона Западной Азии и Персидского залива могут быть достигнуты только через откровенный и искренний диалог, внутрирегиональное сотрудничество и взаимодействие, основанное на взаимном уважении между странами региона. Также во время визита в Исламабад президент Ирана Масуд Пезешкиан был удостоен почетной степени по кардиохирургии от колледжа врачей и хирургов Пакистана, сообщила канцелярия премьер-министра Пакистана. Награду ему вручил премьер-министр Шахбаз Шариф на церемонии в Исламабаде. По заявлению пакистанской стороны, звание присвоено за вклад Пезешкиана в развитие здравоохранения, медицинского образования и научных исследований. Сам Пезешкиан по образованию врач-кардиохирург, а в 1994 году возглавил Тибрисский университет медицинских наук, где проработал 5 лет. Сенат США с минимальным перевесом 50 против 48 поддержал резолюцию, направленную на прекращение американской военной операции против Ирана.
Речь идет о попытке ограничить полномочия Белого дома в ведении конфликта и фактически остановить дальнейшую эскалацию на фоне параллельных переговоров администрации Дональда Трампа с Тегераном о возможном мирном соглашении. Разногласия внутри республиканской партии стали ключевым фактором голосования. Часть сенаторов выступила против линии президента, опасаясь затяжной и дорогостоящей войны без ясных целей, а также указывая на недостаточную прозрачность решений Белого дома. Демократы, в свою очередь, обвинили администрацию в хаосе и потребовали передать вопросы войны под контроль Конгресса, заявив, что конфликт не должен был начинаться без его одобрения. Госпожа председатель, на протяжении многих лет Трамп обещал оказывать максимальное давление на Иран, но в итоге он принес максимальную неразбериху, максимальный хаос и максимальные издержки для американского народа своей катастрофической войной. С каждой секундой, пока эта война продолжается, расходы для американцев растут. И это уже 10-е голосование, когда демократы вынуждают республиканцев рассматривать резолюцию о военных полномочиях, чтобы прекратить войну. Раз за разом подавляющее большинство сенаторов-республиканцев становились на сторону Трампа и его войны вместо американского народа. Американцы заплатили цену за историческую ошибку Трампа в Иране. Она войдет в учебники истории как одна из худших внешнеполитических авантюр, которые когда-либо предпринимали США или любая другая страна. Это крайне абсурдно, дорого и практически не достигает никаких целей, которые Трамп заявлял, либо достигает их в ничтожной степени. Трамп, Венс и Рубио отказались предстать перед американской общественностью и ответить на вопросы. Никто не знает, какие существуют закулисные договоренности. Никто не знает, что на самом деле было сказано. Никто не знает деталей так называемого понимания. И причина в том, что они, вероятно, боятся это показать, потому что понимают, насколько плохо они сработали. Трамп не будет отчитываться перед Конгрессом. Трамп не будет защищать свою сделку. Трамп не будет завершать свою войну. Но демократы продолжат добиваться голосований, и мы будем делать это дальше, потому что только Конгресс имеет право втягивать страну в войну, и эту войну необходимо прекратить. Более того, Трамп вообще никогда не должен был ее начинать. В ООН заявили, что режим прекращения огня в Ливане в целом сохраняется, несмотря на отдельные инциденты на юге страны, где наблюдатели фиксировали стрельбу и локальные боестолкновения. Наши коллеги из ЮНИФИЛ, временные силы ООН в Ливане, сообщают, что последнее прекращение огня, объявленное в Ливане 19 июня, в целом сохраняется. Однако миротворцы зафиксировали боевую активность вчера в районе Аль-Баяда в западном секторе. Израильские силы обороны открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов и 240 миллиметровыми гранатами в направлении востока и северо-востока от позиции ООН 1-26. Затем танк Меркава выпустил 3 снаряда по району Аль-Мансури. Мы призываем все стороны полностью соблюдать режим прекращения огня и воздерживаться от любой эскалации, особенно в этот чувствительный период продолжающихся переговоров. Также представитель ООН Стефан Дюжарик назвал важным гуманитарным шагом запуск эвакуации более 11 тысяч моряков, застрявших в районе Ормузского пролива. По его словам, эвакуация стала возможной на фоне хрупкого режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном и может стать первым шагом к постепенной стабилизации судоходства в регионе. Также хочу обратить внимание на инициативу по Ормузскому проливу со стороны наших коллег из Международной морской организации, которые сообщают, что начнут реализацию плана эвакуации более 11 тысяч моряков, остающихся заблокированными в регионе. Масштабная операция будет проводиться в тесном сотрудничестве с Ираном, Оманом, всеми другими прибрежными государствами региона, а также с Соединенными Штатами и морской отраслью. Генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес заявил, что организация получила необходимые гарантии безопасности и тщательно проверила условия безопасного судоходства для поддержки этих операций. Эта операция является значительным шагом к снижению гуманитарных последствий кризиса для тысяч моряков, которые месяцами находились в состоянии неопределенности, испытывали ограничения в передвижении и растущие проблемы с благополучием. Россия заявила, что США не выполняют договоренности, достигнутые между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на саммите в Аляске в 2025 году. Глава МИД Сергей Лавров утверждает, что параметры украинского урегулирования тогда были в целом согласованы. Но теперь Вашингтон якобы затягивает их реализацию и не завершает свою часть работы. Аналогичные претензии высказал и помощник Кремля Юрий Ушаков, заявивший, что одна из сторон не готова выполнить обещанное. В Москве это связывают с изменением позиции США после украинских атак и саммита G7, тогда как в Вашингтоне детали возможных договоренностей публично не раскрывали. Его параметры были обсуждены, и согласованы, по большому счету, на Аляске. Почти год назад, когда американские переговорщики предложили
свою программу, свою схему действий, и мы с этой схемой согласились. И ее реализация предполагала начало переговоров по деталям политического уже урегулирования. Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось. Многие, когда говорят о Трампе и о американцах, вспоминают встречу в Анкоридже. Там действительно шла речь о определенных пониманиях. То есть одна сторона должна была выполнить одну часть работы, пройти одну часть пути, а вторая сторона должна была пройти вторую часть пути, выполнить свою часть работы. Причем американцы сами это предложили, правильно? Американцы это предложили накануне самого саммита, и потом в таком духе, собственно, дискуссия на саммите и проходила. Так вот, на данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути и выполнить те договоренности, которых она обещала. Владимир Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам с Украиной на основе договоренностей Стамбула 2022 и реалий на земле. Он также отметил, что удары Киева, по его словам, направлены на усиление позиции перед возможными переговорами, но ситуацию на фронте это не меняет. Все, что делается на этом направлении, этим самым киевским режимом, о котором я только что сказал, делается только с одной целью – создать для себя благоприятные условия в случае начала, или точнее возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров с так называемых сильных позиций. Каких сильных позиций? Речь может идти только о создании впечатления о каких-то сильных позиций. Потому что реалии на поле боя совершенно выглядят по-другому. Гостиниц. У нас из года в год инвестиции в недвижимость и объем строительства. Россия, тем не менее, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией. Значит, все их устраивало. Не вижу оснований отходить от этих договоренностей с нашей стороны. Но на базе договоренностей, достигнутых в Стамбуле, на базе модальностей, которые обсуждались в Анкоридже, и реалий, самое главное, реалий на земле. Стамбульские соглашения были подготовлены весной 2022 года. Затем переговоры между Россией и Украиной прерывались и возобновились в 2025 году при участии США, но позже снова приостановились на фоне войны Соединенных Штатов с Ираном. В марте 2026 года в Кремле заявляли, что эти договоренности уже не актуальны и не соответствуют текущей ситуации. 4 июня Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину личную встречу и заявил о готовности заморозить линию фронта. Однако предложение было отклонено. Позднее на саммите G7 Зеленский вновь поднимал тему переговоров, но в Кремле ответили, что встреча возможна только в Москве. Россия задействует топливные резервы и сокращает сроки ремонтов на НПЗ для стабилизации внутреннего рынка, заявил вице-премьер Александр Новак на совещании у Владимира Путина. По его словам, уже действует запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается ограничение вывоза дизеля, а поставки внутри страны увеличены за счет максимальной загрузки заводов и использования запасов. Что касается текущей ситуации на топливном рынке, она действительно непростая, но контролируемая. По вашему поручению, Владимир Владимирович, правительство принимает все необходимые меры для стабильного топливообеспечения потребителей. Разработан комплекс мер, направленных на обеспечение дополнительных поставок топлива, особенно сейчас, в летний сезон, с учетом повышенного спроса на нефтепродукты. Во-первых, введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Также сейчас рассматриваем полный запрет на экспорт дизельного топлива.
Максимально по всем нефтеперерабатывающим заводам увеличили мощности их использования, сократили сроки ремонтов, перенесли плановые ремонты на более поздние сроки. Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались. Стимулируем также увеличение поставок дополнительных объемов на внутренний рынок. И в том числе подготовлены изменения в налоговое законодательство в этой связи правительством. В ближайшие дни они будут приняты, рассмотрены. Тем временем в южном российском городе Ростов-на-Дону на фоне перебоев с топливом, вызванных украинскими ударами по нефтяной инфраструктуре, образовались очереди на заправках. Водители сообщают о времени ожидания от 20 до 30 минут до 1,5 часов. При этом на некоторых АЗС фиксируются перебои и временное отсутствие отдельных видов топлива. В регионе отмечают, что часть станций периодически остается без бензина, что усиливает нагрузку на оставшиеся заправки. Стоим минут 20, ждем бенз, все нормально, бензин есть. Протекает очередь нормально. А давно такая ситуация нет вообще, что очереди... А на других заправках были уже, как там? Где-то нету, на Лукойле нету. Ограничения на отпуск топлива ввели на заправках в Ханты-Мансийском автономном округе, ключевом нефтедобывающем регионе России, сообщает The Moscow Times. На АЗС «Газпромнефти» действуют лимиты не более 40 литров бензина и 80 литров дизеля в одни руки. Заправка возможна только в бак автомобиля и по предоплате. Аналогичные меры уже фиксируются более чем в 50 субъектах РФ, включая Тюменскую и ряд других областей. По оценкам аналитиков, на фоне ударов по нефтеперерабатывающим заводам объемы переработки в России снизились до многолетних минимумов, что усиливает дефицит топлива. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все больше россиян жалуются Владимиру Путину на бесконечную войну. По его словам, давление на Россию должно продолжаться, чтобы подтолкнуть ее к миру. Каждый день видно, что украинская точность работает. Я благодарен всем задействованным силам. Силам беспилотных систем, силам специальных операций, СБУ, ГУР, всем нашим подразделениям. Спасибо вам. Это наше давление и любая другая форма давления на Россию должны продолжаться и в итоге привести к миру. Уже большинство в России предъявляет претензии Путину из-за того, что конца и края войне не видно. И все нынешние трудности для россиян должны все больше подводить их к мысли, что это их война, что это не просто камни с неба, и что их война должна закончиться. Занимающий кресло президента Беларуси Александр Лукашенко на фоне ультиматума Владимира Зеленского по демонтажу ретрансляторов в приграничных районах заявил, что жителям Гомельской области не нужно волноваться и беспокоиться, поскольку у Беларуси есть все необходимое для защиты от любого агрессора. Об этом он сказал на встрече с председателем Гомельского областного исполкома Иваном Крупко. Во время доклада Лукашенко якобы потребовал объяснить происхождение неизвестных ретрансляторов у границы и предостерег от шагов, которые могут привести к конфликту между двумя братскими народами. Крупко заверил, что ситуация на границе с Украиной остается стабильной и контролируемой. Одновременно Лукашенко сообщил о предстоящей встрече с Владимиром Путиным и своей длительной командировке за рубеж. По его словам, с российским президентом планируется обсудить нерешенные вопросы двусторонних отношений. Ранее Кремль заявлял, что Минск и Москва намерены обсудить требования Киева по демонтажу ретрансляторов, которые, по данным Украины, используются для корректировки российских ударов. На этом фоне представитель белорусской оппозиции Павел Латушко заявил, что передал министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге материалы, которые, по его словам, свидетельствуют о системной подготовке белорусской армии к возможной агрессии против Украины. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала прекратить публичную перепалку с президентом США Дональдом Трампом и вернуть отношения между Римом и Вашингтоном в нормальное русло. Скандал разгорелся после заявления Трампа о том, что Мелони якобы настойчиво просила его о совместной фотографии на саммите G7. Итальянский премьер назвала эти слова выдумкой. Несмотря на конфликт, Мелони подчеркнула, что Италия не намерена менять свой внешнеполитический курс и по-прежнему считает важным сохранение тесных связей между Европой и США. Она также выразила уверенность, что спор не скажется на экономических отношениях двух стран. Я уже говорила и повторяю, что не намерена дальше раздувать этот спор. Считаю, что наша двусторонняя работа с Соединенными Штатами должна вернуться в нормальное русло. Это же я сказала вчера в Совете министров относительно предстоящих назначений. Очевидно, я считаю, что министр иностранных дел Таяни был прав в краткосрочной перспективе, отменив визит в Вашингтон, чтобы подать сигнал. Но после того, как сообщение было донесено, нет необходимости, скажем так, продолжать в том же духе. Я не меняю своего мнения.
Я читаю много спекуляций о том, какой будет теперь итальянская внешняя политика. Она останется такой же, какой была последние 80 лет. То есть я не меняю своего мнения о том, насколько важно поддерживать прочные отношения между Соединенными Штатами и Европой, которые, очевидно, являются основой значительной части силы Запада.